Всем привет! У меня тут нашлось немножко времени, я решил снять видео о том, как подбирать пружины для телескопического магазина и для обычного магазина в частности. Не имеет значения, это тайский магазин, либо это магазин карбоновый, который сейчас вошли в моду. Я хочу вам просто рассказать принцип. Я не дам вам точных размеров, потому что вы будете это все подбирать под свое ружье. Но принцип вы поймете, и вам станет гораздо легче. Телескоп. Значит, в телескопе у нас есть внешняя пружина, которая непосредственно выдвигает сам телескоп из корпуса. И внутренняя пружина, которая подает непосредственно патроны. Так вот, соотношение упругостей обоих этих пружин должно быть таким, чтобы телескоп не выдвигался до тех пор, пока патрон не войдет во внутреннюю часть. Вот этого вот, наверное, будет достаточно для того, чтобы у вас не было затыков с внутренней пружиной. Сейчас я объясню, почему эти затыки возникают. Когда внутренняя пружина сжимается, как видите, она у меня уже погнута, это рабочая пружина, она не сжимается линейно, она сжимается во все стороны. И если у вас патрон еще не вошел в этот магазин, а телескоп уже начинает выдвигаться, то внутри корпуса, между корпусом и самим телескопом образуется пространство, которое немедленно заполняется витками пружины. Виток пружины может зацепиться за вот эту вот грань. И у вас получится борода. То есть следующий виток войдет вовнутрь первого. Вот так вот примерно. Ну, тяжело моделировать, но смысл понятен. И все. И у вас образовывается затык. Либо второй вариант. Подаватель упирается в этот вот краешек магазина. И вы получаете затык номер 2. Соответственно, упругость внешней и внутренней пружины должна быть такой, чтобы у вас зашло туда как минимум с запасиком 5, а то и 6 патронов. Вот у меня мой переходный момент соединительный. И мне нужно, чтобы вот эти патроны вошли в магазин без выдвижения телескопа. Тогда у меня затыков не будет. Соответственно, для этого внешнюю пружину лучше не обрезать, а играться непосредственно с пружиной, которая подает патроны. У меня штатно работала вот эта вся конструкция при 8 патронах в магазине, и на 8-м патроне у меня слегка начинал выдвигаться телескоп. На магазине Паши Орлова с его пружиной, которую я не обрезал, у меня выдвигается на 9,5 патроне. И затыков не возникает в принципе. Теперь следующий вопрос. Какой делать длину пружины, которая подает патроны? Если мы ее сделаем слишком мягкой, даже при всем при том, что на фальшиках она у нас будет работать штатно, на стрельбище мы можем столкнуться со следующим затыком. Патрон на выходе упрется в лоток. Давайте рассмотрим, что происходит с ружьем во время выстрела, когда вы нажимаете на спуск. Ну, разумеется, у вас боек бьет по капсулю, у вас размыкается перехватыватель, у вас патрон подается на лоток, и у вас затвор отходит назад и подает тот патрон, который у вас уже на лотке.
Это с фальшиками. Теперь, если мы приходим на стрельбище, у нас добавляется еще один фактор, который называется отдача. Если у вас патрон с большой навеской или слабая пружина магазина, то во время выстрела у вас ружье уходит чуть назад, а патроны остаются на месте. Или если смотреть со стороны патрона, то у вас патрон отодвигается назад, а потом возвращается вперед на лоток. Что в этом случае происходит? Вот этот вот путь, который проделывает патрон, слишком длинный для того, чтобы вовремя податься на лоток. То есть затвор уже поднимает лапку, думая, что у него патрон там есть, а патрон еще только выходит. И у вас получается вот такая ситуация. То есть патрон не успевает выйти на лоток. У меня это прослеживалось на патронах с большой навеской. Либо 32 грамма, либо пулевые патроны, у которых более резкая отдача. И еще во время более резкой отдачи, разумеется, у вас затвор будет быстрее ходить. То есть у вас еще и промежуток движения затвора будет меньше. А движение самого патрона под влиянием отдачи будет больше. Соответственно, подбор пружины, которая подает патроны в магазин, должен быть таким, чтобы у вас механика ОСМ штатно работала на патронах с большой навеской. 32 грамма, либо пулевая. Чтобы у вас за счет этой пружины был минимизирован вот этот вот ход патрона назад, а потом возврат на лоток. Соответственно, эту пружину нужно сделать туже. И опять-таки возвращаемся к телескопическому магазину. Если эта пружина туже, значит и эта пружина у нас должна быть туже, чтобы у нас не выдвигалась внутренняя часть телескопа во время заряжания, как минимум на 6-м патроне для Benelli M2. Если у вас бреда, у которой длиннее вот этот внутренний магазин, соответственно, вам нужно брать уже не 6 патронов запасных, а 7. Для того, чтобы у вас штатно работал телескопический магазин. Вот эти вот принципы можно использовать для того, чтобы определить длину пружины. И как вы видите, если на фальшиках она работает, совсем не факт, что она будет работать на боевых. Вот эта вот пружина, которая шла в комплекте с тайским магазином, я, ничтоже сумяшися, ее чикнул. Вот этот вот кусок я от нее отрезал. Затыки начались сразу же. Поэтому мне пришлось через переходное кольцо вот таким вот образом возвращать ее обратно. Вот таким вот образом у меня эта пружина проработала год без особых проблем. На этом у меня все. Если что, пишите, звоните. Всем удачи!